Доброго всем! Сегодня мы покажем вам ремонт той самой головки блока цилиндров, которая приехала к нам из Нижнего Новгорода. Я уже рассказывал и показывал вам, какими путями она к нам приехала. Было очень много вопросов на эту тему. Подписчики очень часто спрашивали нас, как отправить в ремонт ГБЦ из России. И в принципе я уже подробно вам все показал на вкладке канала сообщества. Если коротко, то клиент прислал нам квитанцию с трекером, то есть номером отправления, по которому можно было отследить движение посылки в иннете. Отследить ее движение почтой России можно как по территории России, так и отследить движение посылки у нас почтой Донбасс. Приехала посылка в отделение возле нашего цеха, буквально в 100 метрах. Мы ее, естественно, получили, и она уже у нас в цеху. Сегодня мы покажем, чем вся эта эпопея окончилась. Итак, посылка приехала к нам в довольно большой коробке, из-за чего в нескольких местах коробка порвалась, потому что головка была раза в 4 меньше, чем сама упаковка. Посмотрим сейчас, разрежем коробку, вытянем посылку и глянем, с какой бедой приехала к нам головка из Нижнего Новгорода от клиента Владимира. Скажу также, что стоимость пересылки для Владимира по России составила 1600 рублей и плюс, я так понимаю, стоимость самой упаковки. По нашей территории стоимость составила 300 рублей. Естественно, все зависит от веса. В данном случае вес составил 14 кг. Доехала посылка к нам за 9 дней. Однако 3 ноября получить ее не успели. На момент прибытия в отделение руководитель был в другом городе, ну а на следующий день почта была закрыта, праздник День единения. Получили мы ее лишь 5 числа на 11 день. Вот коротко это было как-то так. Открывая упаковку, это оказалось сложнее, чем делать головку. Пока я понял, как ее открыть, где надорвать, можно было, конечно же, в наглую раздербенить ее. Ну, конечно, шутка, вы понимаете. Открывая, вижу небольшую ГБЦ, которая лежит в таком большом карабасе. Головка замотана в стрейч-пленку, намотано много слоев. Разрезаю пленку, посмотрю, что в ней. Хотя, конечно, вру. Головку уже видел по фотографиям клиента. И, конечно же, о проблеме не знаю. Однако это на фото, а пощупать и посмотреть вживую, вы сами понимаете, это гораздо информативнее. Головки оказались примотаны клапаны с такой вот пояснительной запиской. То есть прилагался комплект клапанов с китайской головки, на всякий случай, чтобы мы посмотрели и решили, какие клапаны ставить. С этим я разберусь позднее, что почем хоккей с мячом. А вот и сама головка. Посмотрим со стороны поверхности прилегания. Что мы с вами здесь видим? А видим мы, что и здесь стоят клапаны, и видим саму причину приезда этой головки к нам в ремонт. По словам клиента, он посмотрел наше видео по заварке и решил попробовать сделать то же самое, но только у себя в своем городе. Разрезал головку в месте, где была трещина, между впускным и выпускным седлом, подготовил вырезку к заварке и отправился в поисках сварного. Однако, мягко говоря, сварщики не взяли ее в работу. И Владимиру ничего не оставалось делать, как созвониться с нашим руководителем и отправить головку к нам в ремонт. Посмотрим, разглядим головку ближе. Что касается данной трещины, то подобная ситуация в этом цилиндре характерна для этих головок. Переверну головку и сниму сальники клапанов, потому что нужно будет разогревать ее в печи. Естественно, сальники начнут гореть, а нам это, конечно же, не требуется. Обязательно чищу головку, мою и готовлю ее под сварку. Направляющие втулки клапанов, скорее всего, были заменены, потому что зазор клапан-втулка идеален. Поближе рассмотрю сам цилиндр. Рассмотрим вот эту кавитацию. Кавитация, то есть данный рисунок пупырышками, происходит как раз в том случае, когда в цилиндр попадает охлаждающая жидкость и она перемешивается с топливом. Получается такая агрессивная смесь, которая при сгорании и съедает алюминий. При ближайшем рассмотрении я обнаружил еще одну трещину. Ее четко видно, и скорее всего она идет не только вертикально, но и по окружности. Происходит отрыв опорной плоскости седла клапана. Это стандартная ситуация для подобных трещин. Включим свет на камере. Да, вот она идет ниже, и вот она идет вправо. Это очень четко видно. То есть нужно варить не только эту трещину, которая у нас образовалась между седлами клапанов, но и вдобавок эту обнаруженную трещину.
Возможен вариант, что при сварке вылезет подобная беда и на соседнем седле, но об этом рано говорить. Также четко заметны трещины на форкамерах. Небольшие трещины, которые идут в сторону, это те трещины, которых стоит опасаться, а вот подобные прямые от форкамеры в принципе не страшны. Такая трещина будет обжиматься прокладкой к блоку, поэтому если и случится какая-то беда, лопнет форкамера, то она не вывалится в цилиндр. Хотя должен сказать, что данные форкамеры очень даже толстые, поэтому когда трещина пройдет всю камеру полностью и пройдет ли она вообще, вопрос такой вот спорный. В этом месте также видны следы кавитации, но это не говорит о том, что здесь есть трещины. Такие мелкие следы есть практически во всех цилиндрах. В эти цилиндры антифриз затянуло через коллектор. Обязательно визуально оценю, есть ли трещины в других местах и в других цилиндрах. Но ничего такого я пока не обнаружил. Однако, чтобы понять, есть ли какие-то еще скрытые проблемы в этой головке, нужно сперва заделать существующее отверстие и опрессовать головку. Чем, собственно, сейчас мы и займемся. Поэтому после чистки мойки ГБЦ она отправляется к сварщику Андрею. И, естественно, слово переходит к нему. В работу пришла головочка 4D56. Это 2,5 литра, митсубишевский двигатель. Ну, я вам скажу так, пришла она в работу с проблемой. Это характерная беда для этих автомобилей. И я могу сказать с уверенностью, не это первый, не это последний двигатель. Вернее, голова мне. Головка пришла издалека. Вот какая проблема у нее. Вот попрошу показать. Ну, она приехала в таком виде. Клиенту была нетерплячка. Сильно хотел он дырочку разрезать. Но вот он разрезал эту дырочку. Ну вот это все то, что вокруг в цилиндре, это как раз показатель того, как работал цилиндр. Вот это было горение антифриза, горение тосола. Именно кислотная составляющая после сгорания тосола. Вот была коррозия в цилиндре. Но клиент вырезал вот эту. Здесь была трещина, и клиент ее вырезал. Ну, я так понимаю, он добряче на ней проехал. Почему? Потому как выпускной коллектор весь корродировал. Весь цилиндр в таком виде. Ну, сейчас будем готовить ее под сварку. А как только будет готова сварка, ну, покажем, как это варится. Вот комплект инструмента, который нужен мне для подготовки к сварке. Значит, боры. Вот они все. Этими борами я сейчас буду пользоваться. Ну, щетки, это понятно. Сейчас самое главное удалить вот эту окалину. Не окалину, а как правильно вырезать. Эти окислы от горения тосола. Удалить из зоны сварки. Если мы это сделаем, значит, нам только медаль в руки. Значит, я сейчас поставил вот такой пальчиковый бор. Для чего я это сделал? Вот обратите внимание, вот здесь есть водяной канал. Вот он. Вот начало этого канала, вот эта пробочка. Вот это отверстие, которое закачивает сюда воду, по которому попадает. Вот он, канал просверлен вот так, и он выходит на форкамеру. Так вот, этот канал нужно сохранить нам. И для того, чтобы этот канал впоследствии работал, нужно выварить стенки. А для того, чтобы выварить стенки, то вот это все в этом канале нужно будет почистить. Для этого специально поставил этот бор. Обращаю ваше внимание, обязательно этот канал нужно чистить. Оголить, очистить до бела, до свежего алюминия. Почему? Потому как при работе сварочного дуга соскакивает на вот этот гарь, на эту грязь, и начинает фыркать, начинает стрелять. И полноценной сварки у вас тут не будет. А стеночка здесь должна быть очень тонкая. И для того, чтобы ее заварить по-нормальному, то это все надо вычистить. Это уже проверено опытом.
Одна очень характерная проблема этого двигателя – это отрыв плиты верхней. Как это происходит, я вам сейчас покажу. Вот смотрите сюда. Вот водяной канал. И вот посмотрите на вот эту часть. Вот в этом уголочке, где как раз посадочное место седла, угол. Тут практически остается там миллиметр-полтора до стенки, до водяного канала. И вся беда происходит именно вот в этом месте. Отрыв происходит не здесь, нигде в другом месте, а именно вот в этом месте. Когда вы заварили эту трубочку, то впоследствии, даже если она была целая, то это еще не значит, что машина пойдет в работу после первой опрессовки. После того, как ее первый раз опрессовали, да, она целая. Ее ставят на расточку и растачивают, поправляют вот это посадочное место. Но для того, чтобы полноценно сюда село седло, это место нужно поправить не просто как чисто, а полностью вывести в посадочную плоскость. Соответственно, на десятку, на 2 десятки, очень вероятно, что даже и больше углубляется. И это расстояние становится еще меньшим. Вот как раз таки вот здесь происходит отрыв. А отрыв происходит очень специфически. Вот по вот этой шейке происходит вот так трещина. И эта трещина, плоскость отрывает вот до вот этого места. Точно так же со стороны форкамеры. Вот так отрывает это место. Именно на 4D56. Именно на таких головках. Именно эта беда происходит именно на этих головках. На 4D56. Не 68, не 65, а 56. Это двигатель 2,5 литра. Так что эта голова будет вариться в 2 этапа. Первый этап — это мы выстроим стеночку, одну, вторую, сделаем перекрытие этого водяного канала и оставим. Она остынет. Остынет, ее опрессуют. Так что у нас сегодня первый этап сварки этой головки. Вот мы сейчас ее почистили щеткой. Обращаю ваше внимание, вот эту зону нужно обязательно почистить. Вот беру такой бор, конусок. Заряжаю его в дрель и чищу вот эти вот места, углы посадочного места. Вот он. Вот это след того, что вырезали болгаркой седло. Это как раз когда перерезали седло и диск попадает на скорости в алюминий, его начинает бросать, и он касается. Это уже из практики известно, чем это вырезали. Ну все, головка готова. Мы ставим ее в печь для первого этапа сварки. Значит, сейчас я ставлю ее в печь. Как только печечка будет готова, я вас съем. Сейчас в печи 155 градусов, вот 154. Температура падает, потому что открыли и положили холодную головку. Ну, сейчас температура опустится и опять нагреется. Как только нагреется, будем варить. А сейчас готовим рабочее место для сварки. Поубираем все борчики, все, весь хлам, чтобы стол был пустой и свободный. Печь готова, головка подогрелась. Значит, сварку будем производить в 2 этапа. Сегодня первый этап, как я вам уже говорил, мы только выстраиваем водяной патрубок и закрываем его сверху, ставим пломбу. Значит, сварку мы ведем прутками 40-43. 40 это 5% кремний. Значит, я взял 3 прутка диаметром 2,4 и 2 прутка 1,6 мм. Значит, сварку мы ведем таким диаметром. Стеночки тоненькие, в принципе, все возможно сделать и обычной проволокой, как я говорю, 3,2. Ну, надо же когда-то вымахнуться. Ну, будем говорить 1,6 и 2,4.
Вот это тот отрыв, о котором я вам говорил. Вот обратите внимание, вот это очень коварная вещь. Сейчас эту штуку надо удалить. И очень вероятно, что форкамеру придется вынимать. Вынимать почему? Потому что вокруг нее выступил масляное пятно. Вот видишь? Масло пошло. Она может не держаться. Форкамера сидит в натяге всем телом, а из нее выступает масло. Это нездоровый показатель. Будем смотреть, что там дальше. Паковать шов. Только не сильно, не надо усердствовать, потому как мы его пробьем. Ну вот таким образом выглядит пломба, которую мы сделали. Сейчас она остынет в печи. И завтра будет опрессовка и будет видно, как мы заварили ее. После остывания ГБЦ опрессовщик заряжает головку в каретку опрессовочного стенда. А вот теперь посмотрим на ту трещину, которую мы обнаружили ранее, и посмотрим, как и куда она идет. А также, есть ли еще какие-то подвохи. На минимальном давлении дует та самая трещина в прогнозируемых мной местах. Других проблем вроде пока не наблюдается. Оценив, как и что с этой трещиной, отправляю головку на разделку. Фрезой на станке вскрываем и выбираем корень трещины. А дальше вновь сварщик берется за дело. Ну вот, дорогие наши друзья, результаты опрессовки вы, наверное, видели уже. И видели момент, как эта головка разрезалась на станке, на фрезере. Я ее разрезал. Ну, сейчас конкретно. Значит, вчера мы поставили вот эту пломбу на водяном патрубке, который проходит между, в водяном канале, который находится между седлами, который для охлаждения седел и форсунки. И не форсунки, а форкамеры. Значит, вот эту трещину, которая была здесь, она была видимая. Но для того, как ее нужно было опрессовать, в какой степени этой проблемности эта трещина, нужно было поставить пломбу. Вот пломбу мы поставили. Сегодня эта головка остыла. Она за ночь остыла. И вот сегодня утречком мы ее опрессовали, разрезали. И вот сейчас мы эту трещинку удалим. Но эта трещинка, это только видимая часть мы вырезали. Тут еще скрытые есть, скрытые проблемки. Ну, сейчас мы это сделаем. Сейчас покажем все это дело. Значит, в момент разрезки, когда разрезали, для того, чтобы не забивалась фреза, применяли керосин. И вот теперь обязательно надо помыть после разрезки это место, обработать растворителем, обработать ацетоном, для того, чтобы убрать керосин. Потому как керосин с аргоновой сваркой не дружит вообще никак, категорически. Вот мы все это убрали. Сейчас обдуем воздухом. Ну, а теперь будем приступать непосредственно к самой разделке всего этого действия. Ну, без зубильца и без определенного комплекта борщиков мы никаких действий не можем провести, начинаем с зубила. Обрубываем все углы, которые нам
фуркамера, вот она. Стеночки мы почистили, а сейчас мы попытаемся проявить все возможные трещины, которые дальше еще присутствуют, которых мы не видим. Но для этого мы пользуемся вот такой штучкой. Я рекомендую применить такой болтик, подходящий по диаметру. Шестерка, восьмерка, семерка, какой угодно. Для чего это делается этот болтик? Этот ножка вставляется во втулку направляющую, а шляпка накрывает направляющую втулку. Почему? Потому как сейчас по стенке буду дугой водить, и во избежание того, чтобы спалить направляющую втулочку, ну это будет как минимум некрасиво. Не всякие люди это поймут и оценят. А менять втулки на этих двигателях это проблема. Почему? Потому как втулки нормальных по качеству втулок нет, и эти втулки очень длинные, они за время работы, они буквально со слова прикипают. Для того, чтобы ее по-хорошему достать, ее нужно растачивать на координатке, вырезать ее. Обычным методом, обычным способом ее достать просто нереально. И поэтому во избежание всех дальнейших проблем мы вставляем вот этот болтик, накрываем шляпкой. Накрываем шляпкой втулочку, и дальнейшие действия наши уже, так сказать, обезопасены. Свой зад прикрыли в каком-то смысле. Ну а теперь пробуем проявить. Значит, в комментариях под каким-то видео задавали вопрос. И в момент проявления трещины, трещина трескается дальше. Да, такие случаи бывают. Бывают в том случае, это говорит о том, что трещина не до конца еще дошла, материал находится в напряжении, и малейший нагрев, это не потому, что она трескается, что вы проявляете, а потому, что вы нагреваете. В момент проявления происходит нагрев. И она трескается, лопается. Чем меньше будет и чем краткосрочнее будет момент нагрева, тем больше вероятность того, что она не будет трескаться. Но на будущее рекомендую вам предположительное направление, вы видите, куда идет направление трещины, и засверливать. Особенно поддоны, особенно там какие-то там емкости, баки, там коробки, там все что угодно. В головках тоже такая ситуация случается. Но у меня пока постучим по деревяшечке. Ну, сейчас вот проявим, посмотрим, что у нас есть. Значит, сейчас проявляем. Используем стандартное сопло пятерку, электрод 3,2 переточенный, ну, шарик у него сейчас 2,2-2,4 диаметром. Теперь касаемо тока. Ток, ну, не больше 70 ампер. 70 ампер достаточно для того, чтобы проявить трещину. Если будет ток выше, я только что объяснял, если ток будет выше нагрев. А выше нагрев, это больше вероятность того, что будет трескаться трещина. Ну, проявляем. Вот сейчас мы видим все следы после того, как провели горелкой. Значит, опуска трещины нет, трещину мы вырезали. Значит, на форкамеру трещина не идет. Здесь ничего, следов никаких нет. Но есть одно но. Вот прошу обратить внимание сюда. Вот находится трещинка. Это последствия той беды, которая была вчера. Это так называемый отрыв плиты. Вот если хвост я вырубал и выварил здесь, то вот этот хвостик этой трещины, он шел вот сюда. Вот сейчас мы тоже почистим все это дело и подварим. Обязательно зачищаем плоскости, даже если они чистые, вчерашние.
там позавчера вычистили. Непосредственно перед сваркой мы их обязательно зачищаем. Потому как потом последствия вы знаете. Шов черный, зона сварки бывает черная, нагар, непонятно какие-то разводы. Вот все это зачищаем. Почему? Потому как он за это время, за сутки покрылся окислами, головка прессовалась, была в воде, керосин, тут в общем гремучая смесь для алюминия была. Он покрылся слоем окисла, и теперь их нужно убрать. Вот сейчас мы попытаемся разобрать ту трещинку, которая у нас была после именно от отрыва плиты. Вот я поставил щетку по мазок. Ну и сейчас мы ее почистим всю плоскость. Не надевается. Ну а теперь мне лежачок где-нибудь, я пошел спать. Мне турецкий халат, не турецкие, такие турецкие тапочки такие. Халатик тепленький, финики, вино. И я буду там где-нибудь под пальмой. Я так невзначай заменил головной убор. Как я вам? Значит, сейчас наш ритуал мы обязательно обработаем ацетоном. Так, ну теперь мы эту головочку ложим в печечку, потому как изделие должно прогреться. Как прогреется, будем варить. Все покажем. Все покажем, все продемонстрируем. Головочка наша подогрелась, вытягиваем. Вот сейчас мы заварили ту трещину, которая была. А сейчас будем производить наполнение шва. И как только мы сравняем уровень плоскость, то и тогда уже проведем косметику, наведем, красоту наведем. Вот мы набрали перемычку между седлами, наполнили ее. Ну сейчас будем красоту наводить по бокам, для того, чтобы хватило в момент обработки. Ну вот мы в порядок привели одну сторону. Сейчас головку разворачиваем и внутреннюю сторону сделаем.
Косметику мы навели, красоту. Значит, сейчас уберем привет от хозяина, от его болгарки. Вот это место. И все, головка готова. Ну вот, сварку мы сделали, поварили все. Значит, сейчас неотъемлемая часть нашей работы. Это нужно сделать на нашем языке, это как объяснить, механическую усадку материала. Ну как это делается, это вы должны знать. Берется молоточек и не надо лупить с дури. Так, с чувством, с толком, с расстановкой. Завтра утром плоскость приведут в надлежащий вид для опрессовки. Опрессуют, если она целая, ее отправляют дальше в работу. Я напомню вам, что это набивается мои инициалы, клеймо мастерской и дата, когда выполнялась работа. Это все запишется в наш каталог, ну и хранится, как порядочных людей, 50 лет. Далее, естественно, отправляю головку с выполненной работы на опрессовку, чтобы проверить герметичность заварки. Настает момент истины. Опрессовщик Александр опускает головку в ванну с горячей водой порядка 60-70 градусов и давлением 5 кг. Проворачивает ее сперва, пока она не нагрелась, чтобы увидеть на холодные возможные проблемы и есть ли они или нет. Затем дает головке нагреться и уже затем смотрит на горячую. Как видим, Андрей успешно заварил головку. Но это не последняя опрессовка. Обязательно мы опрессуем ГБЦ после расточки мест подсёдовых клапанов и сделаем окончательную финальную опрессовку, когда сёдово запрессуем по своим местам. Иногда задают вопрос, зачем вы столько раз делаете опрессовку, ведь можно ее сделать по итогу после запрессовки сёдела. Отвечу нет, потому что опрессовка не занимает очень много времени и это не трудоемкий процесс. Делается очень быстро, поэтому на любом этапе процесса можно остановить работу и вернуть ее сварщику. Иногда, пусть и не очень часто, бывают случаи, когда после сварки по разным причинам образовывается внутриполость или раковина, и при расточке она открывается. Визуально ее зачастую не увидеть. Если мы после расточки и последующей опрессовки обнаружим такую проблему, мы вовремя отправим сварщику головку на доработку. А представьте, если бы я выполнил весь комплекс требуемых работ и головка задула. То есть весь труд на смарку. Седло выброску плюс время, затраченное на изготовление седла токарем, запрессовка, обработка остатков от сварки, сам труд токаря, труд механика. Поэтому целесообразнее, быстрее и менее затратно опрессовать после каждого этапа. Убедившись, что с головкой все в порядке, отправляю ее расточнику координатно-расточного станка Виталий. Виталий крепит, выставляет головку на координатно-расточном станке и приступает к обработке. В первую очередь фрезой снимает с поверхности лишнюю сварку. Затем при помощи индикатора часового типа выставляет головку по координатам, снимает их и записывает. Ставит патрон, выставляет резец и приступает к расточке мест подсёдовых клапанов. Делает он это за несколько проходов. И как только Виталий касается неповрежденной части седла, когда резец берет по всему диаметру, останавливает сверление. Эту же процедуру он повторяет и со вторым седлом. Далее резцом 45 градусов поправляет фаску на проточных седлах.
Когда вы неуважительно опуститесь. Теперь нам требуется повторить занижение в межсидельном пространстве. Его токарь выполняет аналогично соседнему цилиндру. Далее он снимает заусенцы на стыке посадки и фаски и выполняет замер будущих седел. После обмера Виталий составляет заявку на изготовление седел и передает к исполнению токарю токарно-револьверного станка. Мы уже видим выполненный заказ. Что ж, теперь остается запрессовать ударным способом седла по своим местам. Для этого подбираю требуемые оправки и по диаметру втулки, и по диаметру седла. Слегка подогреваю посадочные места максимум до 80-100 градусов. Затем обильно смазываю край седла маслом и уверенно запрессовываю их по своим местам до характерного звонкого стука. Обязательно убедимся, что седла сели четко и до конца в своих посадочных местах, и что между посадкой и расточкой в седле вообще нет никакого зазора. Я здесь этого не наблюдаю, зато вижу, что в коллекторах торчат излишки сварки. Их обязательно нужно удалить. Есть у нас набор борфрез по металлу, или как их еще называют шарошки, и при помощи этих шарошек, дрели и рук срезаю лишний металл. Обязательно на фрезу капну масло, так будет удобнее работать. А вот теперь уже можно точно произвести окончательную опрессовку головки. Комментировать здесь, собственно, нечего. Остается лишь довести до ума седла клапанов, нарезать фаску на новых седлах и поправить, восстановить фаску на старых. Затем традиционно притираю клапаны. И вот тот момент, о котором я часто говорю противникам притирки. Беру вакуум-тестером разрежение на впускном коллекторе, показывает практически идеальный результат. Достану клапан и гляну, что с седлом. Вот порезанное седло, и без притирки этого брака было не видно, так как все было красиво, все блестело. Как видите, здесь есть то ли прогар, то ли какая-то скрытая раковина, которая бывает иногда всплывает и при порезке новых седел. Хотя, как видим, тонкая грань все-таки есть, и вакуум-тестер показал, что здесь все отлично. Но пройдет немного времени, и в этом месте точно появится прогар. А вот в этом случае нас и выручают алмазные шарошки, о которых вы также очень часто спрашиваете. Подбираю требуемую шарошку по диаметру, окунаю ее в керосин, можно и с маслом, и легкими движениями, не сильно налягая, обрабатываю седло. Извлекаю шарошку, оцениваю состояние седла, и если все нормально, прекращаю работу. В противном случае повторяю процесс до полного удаления дефекта. Как видим, дефект ушел, а значит можно вновь повторить притирку. Поэтому притирка – это как контроль, скажем так, качества. Много времени она не отнимает, буквально несколько десятков секунд на седло, но зато я уверен в своей работе. Часто слышу в свой адрес такое вот: на той, мол, фирме притирки после станочной обработки не делают. А зачем это делаете вы? Я уже неоднократно объяснял, зачем мы это делаем, повторяться не стану. Ну а когда я спрашиваю клиента, почему вы приехали делать ремонт именно к нам, а не на ту фирму, ответ убивает. Все, у кого я не спрашиваю, советуют именно вас, вот я и приехал.
Ну что же, вы сами ответили на свой вопрос. Закончив с притиркой, проверим разрежение в коллекторах. Если есть четкая притирочная фаска на седле и фаска на клапане, а вакуум-тестер показывает отличный результат, то работу можно считать успешно выполненной. А нам остается только отшлифовать поверхность головки, смазать маслом и расставить по своим местам клапаны, упаковать головку и отправить ее клиенту в Нижний Новгород. А на этом все. Оставляйте комментарии, кидайте донат, задавайте вопрос, ответим. И без аварийных вам поездок.